Всем привет! Так называемый глава ЛНР Леонид Пасечник, которого Россия поставила управлять оккупированной Луганской областью, заявил, что россияне не будут восстанавливать разрушенный войной город Попасная. По его словам, разрушения там настолько масштабны, что этот город просто не подлежит восстановлению. Мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особого смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Еще недавно сторонники России обещали, что восстановят все разрушенные города Донбасса и даже сделают их лучше прежнего. А российские пропагандисты разгоняли эти лживые обещания. Я в одном из своих предыдущих видео уже рассказывал и показывал, как один из лидеров так называемого ополчения ЛНР в Попасной, Николай Пачковский, благодарил Россию за то, что она разрушила его родной город, и говорил, что Попасную, конечно, восстановят. Она будет даже еще лучше, чем была. В общем, все плачевно, но я думаю, восстановится, будет еще красивее этот город. Город очень пострадал, конечно. Я не думал, когда сюда приеду, что я здесь такое увижу. Уже тогда я сразу говорил, что никто ничего не будет восстанавливать. Все это ложь. И вот мои слова подтверждает и Пасечник. И иначе, конечно же, и быть не могло. Потому что эти люди в принципе не способны ничего создавать и восстанавливать. Они способны только разрушать. Просто посмотрите, что они создали, построили в Луганске за последние 8 лет, которые они эту территорию контролируют. Ничего. Они только всегда разрушали. И в тех городах, которые они захватили, конечно же, тоже ничего они не будут строить. Там только будет вечная разруха, вечная нищета и вечная пропаганда войны. Это все, что они умеют. И, конечно же, восстанавливать Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, как они сейчас обещают, тоже никто не будет. И там не будет никакого восстановления. Ну, в лучшем случае, они, конечно, там отремонтируют несколько зданий в центре города, таких самых основных. Может быть, построят какие-то жилые многоэтажки, тоже так, для картинки, для вида. И все, на этом восстановление закончится. Но это уже не будут те города, они не будут существовать в том виде, в каком они когда-то существовали. Они будут в половину меньше. В них уже не будет тех предприятий, не будет целых микрорайонов, которые в них когда-то будут. Просто российская пропаганда сделает вид, что все восстановили, так и надо, так и было, и этим закончится. И для того, чтобы это понимать и предсказывать, не надо быть ясновидящим. Достаточно просто посмотреть, как сегодня Россия относится к своим собственным городам. Как сегодня живут люди в регионах самой России. Недавно российский вице-премьер Марат Хуснуллин с гордостью сообщил, что к 2025 году население Мариуполя вырастет аж до 350 тысяч человек. Вот только на момент начала атаки российской армии на Мариуполь в нем проживало 450 тысяч человек. Это официальные данные. А теперь россияне говорят, что через 3 года будет аж 350 тысяч, да, на 100 тысяч меньше, и называют это ростом. Вот это у них и будет называться восстановлением. Люди, которые называют себя патриотами Донбасса, тупо стирают с лица земли целые города. И у них это на полном серьезе называется помощью людям Донбасса. Я же это не придумаю, это Путин так говорит. Ну, спасибо. Хорошо помогли. Жители Попасной, я думаю, просто счастливы. Они такую помощь вовек не забудут. Мне просто интересно. Ну вот в России сидят же какие-то люди, даже с образованием. Вот они все это смотрят. Они серьезно верят, что вот эта помощь Донбассу, что Россия таким образом помогает людям, спасает кого-то на Донбассе. Вот пришли, сравняли с землей целый город, прямо говорят, мы не будем восстанавливать, нам это вообще не надо. А россияне сидят и гордятся. Это так, что ли? Да? То есть, ура, вот это Россия показала целую Попасную в ухнарь, значит, сравняли с землей, ничего не будет. Ведь если бы Путин не отдал приказ об этой безумной, дикой и позорной спецоперации, Попасная была бы цела.
Этот город был целый, в нем люди жили нормальной, счастливой, ну более-менее какой-то спокойной жизнью до тех пор, пока Путин не начал эту войну. Это Россия ответственна за то, что этого города сейчас нет. Потому что если бы Россия не атаковала, все бы было хорошо. Это они пришли освобождать и освободили от людей. Вообще стерли город с лица земли. И в России кто-то это считает нормальным. Они считают, что правильно они поступают. Это просто не укладывается в голове. Вот я думаю, и это в принципе не просто какие-то мысли с потолка, а я опираюсь на факты, я понимаю, что вот эта идеология русского мира, это просто терроризм. Это фанатики и маньяки, которые действительно вот абсолютно безумны, как вот те, кто там подрывает мирных людей в самолетах, там в небоскребах ради того, чтобы там какой-то священной войны. Да, вот у них то же самое. Это тоже какая-то безумная, абсолютно фанатичная идея, абсолютно бесчеловечная по своей сути, которая в первую очередь бьет по тем же русскоязычным жителям Донбасса, которых они там на словах якобы защищают. Они им в первую очередь приносят страдания. И это никак невозможно объяснить с точки зрения человеческой логики. Вообще это просто безумие и сумасшествие. Поделитесь этим видео, друзья, поделитесь этой информацией. Давайте распространять информацию вместе. И подписывайтесь на канал, потому что здесь вот такая важная информация будет появляться и дальше.